привет! Сегодня хочу поделиться своим новым рецептом очень вкусных, мягких и воздушных булочек с необычной начинкой. Как всегда, готовится все очень просто, а в результате получаются просто нежнейшие легкие булочки к чаю. В большую миску наливаем теплое молоко. Оно ни в коем случае не должно быть горячим, оно должно быть просто тепленьким. Добавляем 1 столовую ложку сахара из общего количества. И добавляем дрожжи. Я буду сегодня использовать свежие, их понадобится 12 грамм. Если будете использовать сухие, тогда берите в 3 раза меньше, то есть 4 грамма. Хорошо все перемешаем, чтобы растворились дрожжи. И сейчас, если в качестве своих дрожжей вы не уверены, тогда прикройте эту смесь полотенцем и оставьте на минут 15, чтобы сверху появилась пенная шапочка. Таким образом вы проверите работоспособность дрожжей, и тесто хорошо поднимется. Если же сверху не появится пенная шапочка, значит дрожжи неактивные, и нужно покупать другие. Такими дрожжами тесто уже не получится. В своих дрожжах я уверена, поэтому этот шаг пропущу. Дрожжи растворились. Теперь добавляем пол чайной ложки соли, 1 яйцо, растительное масло без запаха, его можно заменить на сливочное, и оставшийся сахар. Чтобы булочки дольше оставались свежими и не черствели, можно добавить 1 столовую ложку меда, либо просто дополнительно добавить 1 столовую ложку какого-нибудь алкоголя. Можно вовсе ничего не добавлять. Слегка все перемешаем. Теперь постепенно подсеиваем муку и замешиваем тесто. Тесто довольно простое, поэтому его можно вымешивать и вручную, и в машине, как вам захочется. Муку добавляйте постепенно, так как она может отличаться. Тесто должно получиться очень мягким и эластичным. Желательно его вымесить до гладкости. Если даже останется небольшая липкость, это пойдет только на пользу, и булочки получатся еще более мягкими и воздушными. Тесто я вымешиваю около 8-10 минут. У меня обычно уходит приблизительно 400-410 грамм. Но, как я уже сказала, мука может отличаться, плюс вы можете, например, взять яйцо чуть побольше, поэтому небольшая погрешность в муке всегда допустима. Главное, следите за консистенцией, тесто должно быть очень мягким и эластичным. Если вы добавите слишком много муки, тогда, конечно же, булочки не получатся такими воздушными и пышными. Должно получиться вот такое очень мягкое, красивое, однородное тесто. Я бы даже сказала, что оно не липнет к рукам. Вот оно как бы пристает рука, но никаких следов особо не остается. Сейчас тесто немножко округляем. Мисочку смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто. Прикрываем сверху пищевой пленкой либо полотенцем. И оставляем в теплом месте на расстойку до увеличения в объеме в 2-3 раза. Если будет тепло, то обычно тесто подходит приблизительно 1 час. Тесто хорошо подошло. Вот все стало пузырчатым таким и воздушненьким. И сейчас самое время приготовить начинку. Сегодня я хочу показать один из моих самых любимых вариантов начинки. Для нее понадобится творог. Он должен быть вот такой пастообразный. Если творог будет крупинчатый, тогда добавьте к нему немного сметаны и пробейте блендером. Либо заранее нужно перетереть творог через сито, чтобы он стал вот такой нежной консистенции. Также понадобится вареное сгущенное молоко. И мне еще нравится добавлять маленькие кусочки яблок и немножко орешков. Также для аромата я добавляю немного корицы. Сгущенка у меня очень густая, и чтобы она стала более жидкой, я ее слегка подогрею просто в кастрюльке. Если она будет у вас и так такой кремовой консистенции, тогда этого делать не нужно. Творог и сгущенку желательно заранее достать из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры и хорошо соединились между собой. Также по желанию в начинку можно добавить немного сливочного масла. Яблоко нужно очистить от кожуры и семечек и нарезать мелкими кубиками. Как только сгущенка стала вот такой более жидкой, больше нагревать ее не нужно. Добавляем сгущенку к творогу и хорошо все перемешиваем ложкой. Получается очень вкусный крем. Тут и вкус, и запах карамели, творога, яблок, плюс орешки и еще корицы. В общем, очень вкусно. И так как будут еще яблоки, я добавляю пол чайной ложки корицы. Смотрите, какое мягенькое воздушное тесто. Перекладываем его на стол. Оно не прилипает к столу, поэтому я его даже не подпыляю. Можно его вот так слегка обмять
И теперь раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Если хотите, можете просто руками растянуть. Тесто очень податливое. Можно даже вот так просто пальчиками растянуть, а потом в конце подровнять толщину скалкой. Тесто раскатываю довольно тонко, чтобы получилось больше слоев. Теперь выкладываем начинку и распределяем ровным слоем. Пару сантиметров до края я не дохожу, чтобы хорошо соединить края рулета. Далее присыпаем измельченными орехами. У меня сегодня грецкие, но будет вкусно и с любыми другими. Также вы можете их сделать помельче, покрупнее, как вам захочется. И теперь яблоки. И теперь скручиваем в неплотный рулет. Плотно скручивать нельзя, так как тесту не будет куда расти, и тесто может начать трескаться. Поэтому сворачивайте вот так свободненько. И теперь хорошо защипываем края. Если рулет получился не очень ровным, можете вот так слегка подтянуть. Я хочу, чтобы булочки соединились между собой, поэтому буду использовать вот такой небольшой противень. Но, конечно, можно выпекать и в стандартном, чтобы булочки были отдельно. Я его застелила кусочком пергамента. И теперь разрезаем на булочки. Я буду делать 12 штук. Нож берите острый, чтобы слои прорезались и не склеивались между собой. Булочки сейчас довольно мягкие, потому что тонко раскатано тесто и сама начинка мягкая. Поэтому я вот немножко насыпала муки и вот так вот обваливаю одну сторону, чтобы начинка лучше держалась. И вот так вот аккуратно придаю форму кругляшка и переношу на противень. Прикрываем булочки сверху, чтобы они не заветривались, и оставляем на расстойку еще на 20-30 минут. Они должны хорошо подрасти. Булочки хорошо подошли, и сейчас их можно сверху смазать яйцом либо молоком. Чтобы появился приятный сливочный аромат, мне нравится добавлять вот такие маленькие кусочки сливочного масла поверх булочек. Но это, конечно, по желанию, можете и не добавлять. И сверху можно чуточку присыпать сахаром. Можно даже сахар смешать с корицей. Выпекаем булочки в духовке, разогретой до 180 градусов, ориентировочно 20-25 минут до красивого румяного цвета. У меня булочки выпекаются ровно 25 минут. Обязательно проверяйте готовность деревянной палочкой. Она должна выходить полностью сухой, без остатков мокрого теста. Просто нежнейшие булочки. Королевские булочки. Царские? Королевские? Королевские. Она просто сама вот так вот сжимается. А начинка? В общем, просто вкуснятина. Булочки просто класс. Супер мягкое, нежное, воздушное тесто. А вот этот крем, творог и сгущенка, он прям проникает в слои булочки, и сама булочка становится такого карамельно-творожного вкуса. Плюс ко всему попадаются
сочные мягкие кусочки яблок, немножко орешков, и все это завершает аромат корицы. В общем, очень здорово, очень вкусно, совсем просто готовится, так что обязательно попробуйте. Я очень надеюсь, что мой рецепт вам также понравится. На сегодня у нас все. Готовьте с хорошим настроением, а мы вам желаем приятного чаепития.